Юзер Джокер в фамилии Короленков. Есть уже известный художник Коро. Может, Вячеслав реинкарнация французского мастера живописи. То есть реинкарнация еще с фамилией как-то зацепилась, да? Вместе с фамилией. А был писатель еще Короленко. А у меня В прибавилось. Может, я тоже реинкарнация писателя? Я же эссе пишу иногда. У меня в школе, когда учился, была кличка, дразнили меня, Король. Я обижался сильно. А мне говорили, что ты обижаешься, Король? Просто сам факт того, что тебя как-то называют не по имени, а вот Король, меня почему-то обижало. Сейчас бы, наверное, не обижался. То есть реинкарнация Коро, который, в общем-то, говорят, что он, как-то не очень с цветами дружил. Может, краски просто тогда еще, не очень-то выпускали, такие вот холодные, а он или в недостаточном объеме. У него живопись такая монохромная, а я люблю цвет. То есть он отработал в своем прошлом воплощении такой вот, горизонталь монохромность, да, а сейчас в новом воплощении уже новое качество, с цветом разрешили поработать начальники. Может быть, но с детства Коро я любил, и прям сильно. Мне нравились его вот эти вот в огоньке, в середине были репродукции, и я собирал их. У меня целая папка была. Тайсиязес. Может быть, по-другому как-то звучит ник. Я всегда знала, что хочу рисовать. Прям вижу формы и рисую периодически. А еще я, конечно, не организатор. По душе я ленива. Это хорошо. Кошки тоже ленивые. Может, кошка у меня целый день лежит, лишь бы тепло было. А еще я, конечно, это же читал, не организатор, ленива. При этом родители у меня военные. Никогда не понимали моего увлечения и не понимают. И тяги к одиночеству. Военное — это значит налево, раз, два, смирно, дневник на стол. Я как-то рассказывал, ко мне приходила, выставка в ЦДХ была, одна женщина, она приходила, билеты же там все-таки надо было покупать. Она приходила каждый день, раз 10, наверное, может быть, 8. И как-то я подошел, она тихо смотрела мои работы долго. И я подошел к ней, смотрю, у нее, плачет она. Я говорю, что случилось? Она говорит, я с детства знала и любила рисовать. Знала, что я буду художником, хотела быть художником. И мне очень нравился размашистый стиль, как у вас. И я творила там вообще, мама дорогая. А родители меня, что называется, били по рукам и говорили, что нельзя так. Нужно все, чтобы было аккуратненько. А мне нравилось неаккуратно. Они испортили всю мою жизнь и все такое. Что значит испортили? Случайностей не бывает. Я ее успокоил, что ничего страшного, зато вы теперь, на коне. Вы знаете, что вам нужно, так что берите краски и неаккуратно все делайте. И все. Значит, нужно было душе потрудиться над чем-то более аккуратным, более каким-то бизнесом. Ничего страшного. Маргарита Дмитриева. Вячеслав, мне нравится ваша живопись. Спасибо вам, Маргарита. Нравится цветовое решение, акценты, техника. Жалко, что не живу в России. Обязательно взяла бы уроки у вас. Так приезжайте на класс. Я же не только в России даю уроки. Класс сейчас будет в Провансе со 2 по 7 июля. Приезжайте туда. Потом будет в Армении, будет на Гарде в Италии. Это сентябрь-октябрь. Я подробно, вот-вот, все выкладываю, обещаю, но никак не выложу информацию. Но вы можете уже записываться, мне слать заявки на WhatsApp. И я уже, группа создан, уже потихонечку идет народ, уже стучится в дверь. Так, маслом не писала. Когда-то в ранней молодости занималась в студии при Дворце культуры. Маслом не писала, рисунок акварель. Вроде бы неплохо было. Пару работ брали на выставку, но пошла учиться в технический вуз. Не была уверена в своих способностях. Сейчас появилось много свободного времени.
решила заполнить. Не люблю академизм, люблю неожиданности и эмоции. И я. Вижу, ваши ученики пытаются копировать вас, не всегда удачно. Да не, ну что значит копировать? Просто я пишу, ну это нормально, что мы все друг другу подражаем, ну, кого любим, да, живопись. И постепенно нащупывается свой стиль. Это нормально абсолютно. Это вопрос, когда вы раздумываете перед чистым холстом? Видите ли вы картину в законченном виде или начали, а там куда кривая вывезет, а там как получится. И так, Маргарита. Если идешь по улице, например, по Чеховке, там можно писать вообще всю жизнь, куда ни чуть-чуть прошел на 1 метр, уже другой сюжет, другой мотив. И ты же к нему не готов, не очень-то готов. Но ты, в принципе, помнишь, что ты делал до этого. На Чеховке или не на Чеховке, на Ленинградке. То есть свои работы мы помним. И, как сказал, я вот сейчас опубликовал Анри Матисс, гениальную фразу я опубликовал в дневнике открытий, вот эту новую мысль, которая мне очень нравится. Для художника-творца нет ничего сложнее, чем нарисовать розу. Ведь сперва он должен забыть о всех розах, нарисованных раньше. Представляете, какая задача? Ты видишь сюжет, и в голове, в принципе, возникают различные варианты его решения. И важно не повторить себя, написать так, как ты еще не писал. Вообще никто еще не писал. Вытащить из себя абсолютную новизну решения. Эта задача очень сложная, поэтому вот как тут ответить на ваш вопрос? Чистый холст. Может, на нем вообще одна будет несколько линий, и все закончено. Это будет новое решение, твое, неожиданное. Может быть, много будет написано. Какая гамма, какой цвет, какая композиция. Ты все время в раздумье, зная свои работы предыдущие, может быть, даже с этой же точки. Вот как это написать? Я недавно показывал несколько вариантов, написанные в разное время суток. Дворик, да, который на Чеховке здесь я писал. Несколько работ, можете, 2 ролика назад примерно. Можете взглянуть, как строилась по-разному композиции, какие находились решения. И уверяю вас, что они бесконечны. Я могу этот дворик еще писать и писать, и опять пытаться найти что-то новое. Поэтому важно, прежде чем работать, приступать к работе, думать, как ты решишь. Оно приходит, вот это решение. Рисовать какие-то эскизы, несколько набросков, просто черно-белые, я не знаю, чем, фломастером или чем угодно, чем-то простым, да, рисунок. Находить композиционные решения в разные форматы, горизонтальные, вертикальные, неожиданные для себя, круглые. И в поисках композиционного построения приходит понимание, как это можно решить вот сейчас по-новому. Поэтому я за то, чтобы вы делали эти наброски прям постоянно. Куда ни посмотрел, раз, взял, бжик, нарисовал. И еще я очень люблю рисовать наброски людей. Просто вот, где бы ты ни находился, берешь. Мне так нравится перьевая ручка, чернильная, 6 миллиметров, каллиграфическая. Очень рекомендую. Вот ею я делаю эти работы. И просто наброски, повороты, ракурсы, люди, какие-то зарисовки пейзажные. Вот хочу вас на это настроить, напомнить тем, кто этим занимается, чтобы всегда носили с собой блокнот, и что-то такое, чем можно порисовать. Друзья, сегодня заканчивается набор группы, сегодня последний день на новый курс «Уходящий день». Стремительно можете зайти на сайт, кто вдруг вновь сейчас сюда вписался в этот эфир, в этот ролик, и посмотрите, пожалуйста, пока есть еще несколько часов, в 0 часов или в час ночи закроется доступ к этому уроку и к скидочной цене на весь курс, который состоит из 7 уроков. Мы будем писать различные решения светоносности
одного мотива, который я писал здесь, на Чеховке. Будем писать подготовительный этюд, рисовать сначала, потом основную работу, так побольше размером у меня, по-моему, 60 на 60. Потом мы делаем творческое решение маслом, потом акварелью творческое решение. В общем, задание очень интересное. Заходите на сайт и присоединяйтесь к группе. Мазафак. Интересно, в Строгановке композицию и компоновку ни на каком факультете не преподают. Нет такой дисциплины разве? Ведь без компоновки ни один проект дизайнерский невозможно подать. Могу понять только, что в техническом институте композиция специфичная и отличается от станковой в рисунке и живописи. Даже в художественном училище вроде есть специальные дисциплины: композиция, рисунок, станковая живопись. И у вас уроки по композиции имеются. Почему же вы говорите, кто бы мне объяснил, что такое композиция? Мне Олег Теняев, который не так давно поменял миры, рассказывал, что он учился в академии в Петербургской. И, по-моему, он говорил о Мыльникове. По-моему, о нем, у которого тоже он, Олег, спросил, что такое композиция. И это мэтр. Так вот, он немножко оглянулся и сказал Олегу: все это у меня. Вот такое объяснение композиции. Вы представляете? Так что, кто может объяснить, что такое композиция, милости прошу. Домашнее задание всем. Прошу в комментарии коротко и ясно написать, что такое для вас композиция в живописи. Я соберу самое интересное, зачитаю, и мы еще пообщаемся на эту тему. Друзья, уже открылась выставка в Москве на Автозаводской, 18, галерея «Коробка», 2-й этаж. Я выставляю там приличное количество работ. Вы увидите новые, в том числе часовщика, натюрморт с самоваром, и не один, разноплановые пейзажи. В общем, приезжайте, картины нужно смотреть живьем. Ну, пока.